Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о колибри. Что мы знаем о них? Многие знают, что это самые маленькие птицы, которые пьют нектар. А возможно, их и видели. Но нет, это бабочка, бражник. А мы сегодня посмотрим именно на птиц, которые носятся в воздухе, как живые фейерверки, и жужжат над цветками, подобно насекомым. Где живут, чем питаются, почему такие нарядные. Да еще много интересной информации мы узнаем здесь и сейчас об этих удивительных крошках. Колибри. Поехали! Грациозные стремительные колибри быстро перелетают с цветка на цветок. Эти маленькие птицы производят сильное впечатление. Достаточно увидеть их в полете, чтобы остановиться и наблюдать. Их оперение давно привлекало внимание. В древности их называли драгоценностями воздуха за яркую окраску и необычный внешний вид. Колибри обитают исключительно в Америке, от Аляски до Патагонии, с наибольшим видовым разнообразием в Южной Америке. Колибри происходят от древних стрижеобразных, и ближайшие их родственники стрижи. Общий предок жил примерно около 50 миллионов лет назад и, вероятно, в Евразии. Однако сами колибри, как отдельная ветвь, появились в Южной Америке, куда их предки мигрировали и где началось их стремительное и яркое эволюционное расхождение. Цветы и колибри развивались вместе. Растения начали предлагать нектар в обмен на опыление, а птицы все лучше приспосабливаться к узким трубочкам цветков. В Южной Америке, где особенно высоко разнообразие колибри, это вызвало настоящий взрыв видообразования. Растения буквально подстраиваются под клювы определенных видов, а некоторые цветы опыляются только конкретными колибри. Кстати, колибри запоминают время и место каждого цветка, чтобы не тратить энергию на пустые визиты. Так почему растения позволили колибри частично или полностью заменить насекомых в роли опылителей? Вопрос интересный. Предки современных колибри по не до конца понятной причине начали пить нектар, и это казалось выгодным как для самих птиц, так и для растений. В результате началась параллельная эволюция. Колибри со временем приобрели черты, облегчающие сбор нектара, удлиненные клювы, специализированный язык и маневренный полет. А цветы, в свою очередь, изменили форму венчиков и окрас, адаптируясь под особенности своих новых опылителей. Сегодня в тропических лесах опылением занимаются десятки видов колибри, но многие растения по-прежнему ориентированы на насекомых. Тем не менее, у бабочек, пчел и других беспозвоночных есть серьезные ограничения. Они холоднокровные, хрупкие и зависят от погоды. В условиях частых дождей, характерных для тропиков, насекомые прячутся и перестают быть активными. В это время опыление может прекратиться. Колибри, будучи теплокровными и физически выносливыми, продолжают активно летать, даже во время дождя. Более того, дождь приносит им пользу. Вода смывает паразитов, которые повреждают их перья. Таким образом, в отличие от насекомых, колибри могут выполнять функцию опылителей почти без перерывов, делая их особенно ценными для цветущих растений в нестабильных погодных условиях. Сегодня существует более 360 видов колибри, почти все в Новом Свете, от Аляски до Огненной Земли, но особенно много в тропиках Южной Америки и самое большое разнообразие в Андах и на Амазонке. На всех, конечно, мы не посмотрим, но на некоторых обязательно. Пчелиный колибри – самая маленькая птица в мире. Настолько маленькая, что ее часто путают с насекомым. В длину взрослый самец достигает всего 5 сантиметров, из которых почти половина – хвост и клюв. Весит он около 1,5 грамм, меньше монеты, самка немного крупнее. Этот вид обитает исключительно на Кубе. А самый большой колибри – патагонский, он же гигантский колибри, крупнейший представитель семейства колибри и полная противоположность своему миниатюрному родственнику – пчелиному колибри. Если тот весит меньше 2 грамм, то патагонский колибри может достигать аж 20 сантиметров в длину и весить до 20 грамм, что делает его гигантом по меркам этого семейства. Ох уж эти гиганты! Обитает он в Андах от Эквадора и Перу до Чили и Аргентины, включая Патагонию, откуда и получил свое название. Предпочитает горные районы, нередко поднимаясь на высоты до 4000 метров над уровнем моря. И какие названия у колибри!
А какие окрасы! Аметистовый колибри – одна из самых ярких и изящных птиц южноамериканских тропиков. Свое название он получил благодаря насыщенному фиолетово-пурпурному горлу самца, которое переливается на солнце как настоящий аметист. Королевский бриллиант – птица среднего размера по меркам колибри, около 11 сантиметров в длину. И самцы особенно впечатляют. У них изумрудно-зеленая спина и голова, сверкающая фиолетово-рубиновым блеском участки на шее и груди, а брюшко светло-рыжее или кремовое. Хвост широкий, слегка раздвоенный, с фиолетовым отливом. Самочки окрашены скромнее, но сохраняют общее сияющее впечатление. Очень яркий из представителей колибри, изумрудный с металлически зеленым оперением. Обитает в Южной Америке, от Боливии до Аргентины. Размер около 9 сантиметров, вес до 3 грамм. Самцы сверкают ярко-зелеными оттенками, а самочки тусклее, сероватым горлышком. А это колибри-эльф или колибри-кокетка. Взрослые самцы имеют хохолок из удлиненных рыжевато-оранжевых перьев и белые с темно-поперечными полосами веерообразные длинные перья на щечках. Его лоб и горлышко радужно-зеленые, а нижняя часть тела серовато-зеленая. Самцы носят эти яркие украшения ради одного – произвести впечатление на самочку. Во время ухаживания кокетка распускает хохолок веером, дрожит, вибрирует, переливается и буквально сияет под лучами солнца. Этот вид колибри относится к одному из самых маленьких в семействе колибри. Всего имеется 11 видов кокеток. Краснохвостая комета – настоящий павлин мира колибри. Его хвост длинный, раздвоенный, с переливами от золотисто-зеленого до ярко-красного. В полете эти перья не просто тянутся за ним, они вьются, извиваются, словно языки пламени. А, например, ошейниковый инка – один из самых элегантных и узнаваемых видов среди колибри. Его легко опознать по контрастно-белому воротничку, который выделяется на фоне темно-зеленого, почти черного оперения и мерцающей фиолетовой макушки. Этот вид обитает в горных тропических лесах Анд, от Венесуэлы до Боливии. Он предпочитает высоты от 2 до 3,5 тысяч метров, что немало. И, скорее всего, рекордсмен по высотам – самый высокогорный колибри – шлемоносный. Единственный, поднимающийся до 5000 метров над уровнем моря. Обитает в суровом климате с почти ежедневными заморозками и частыми снегопадами. Его главное украшение – блестящий шлем на голове, состоящий из переливающихся перьев, который самец распускает во время брачных игр, и зеленая оборотка. У шлемоносного колибри очень короткий для колибри клюв и короткие широкие крылья. А вот у кого клюв точно не последнего размера, так это у орлиноклювого. И уж точно мечеклювого колибри. Орлиноклювый гораздо скромнее, чем самоцветные собратья, коричневый с полосами и пятнышками. Но какой у него инструмент? У орлиноклювого колибри визитная карточка – резко загнутый вниз клюв, отдаленно напоминающий орлиный. Выглядит странно, да, но в природе ничего не бывает просто так. Такой клюв идеально подходит для цветов с изогнутыми трубочками. А мечеклювый – это вообще легенда. Его клюв может достигать 10-11 сантиметров, при длине тела около 10 сантиметров. Зачем ему такая шпага? Все просто. Этот колибри специализируется на опылении цветов с очень глубокими трубочками, таких как пассифлоры и дикие геликонии. Ни один другой вид не справится с этим лучше. Живет мечеклювый колибри в высокогорьях Анд от Венесуэлы до Боливии, в прохладных влажных лесах. Несмотря на свои размеры и вооружение, он столь же изящен и точен в полете, как и его меньшие собратья. Как мы заметили, у многих колибри удивительное радужное оперение с переливами. Зачем колибри такие сверкающие перья? И что стоит за этим природным сиянием? Главная причина – привлечение партнеров. У самцов особенно яркие участки на горле и голове, горловой нагрудник. Пример у рубиново-горлового колибри, он алый. У других изумрудный, синий, фиолетовый. Когда птица ловит солнечный луч под нужным углом, перья вспыхивают словно неон. Эти вспышки сигналы. Как для самочек я здоров, силен, мой метаболизм безупречен. Я лучше сверкаю, значит мои гены лучше. Так и для самцов. Я король этого куста. Не приближайся, если не хочешь быть выдворенным.
Колибри выбирают партнеров по яркости и качеству отражения, а не по размеру тела или силе. К тому же, хотя звучит парадоксально, но яркое оперение помогает скрываться. Переливчатые перья – это структурный цвет. Он возникает из-за особых микрослоев в структуре пера, который отражает свет по-разному, в зависимости от угла. Когда колибри сидит неподвижно в тени, его яркие перья могут казаться темными, буро-зелеными, почти незаметными, пока солнце не упадет под нужным углом. Так он может внезапно исчезать и появляться, сбивая с толку хищников и конкурентов. У многих видов колибри похожие формы, но разные цвета оперения. Это визуальные визитки, по которым птицы отличают своих от чужих. Важно при охране кормовой территории. Распознают представители своего вида, определяют статус и зрелость особи. Некоторые виды обладают уникальной цветовой подписью на голове или горлышке. Она важнее песни или запаха. Колибри, как и другие певчие птицы, имеют сирингс – голосовой орган, но у большинства видов он менее развит, чем у тех же канареек или дроздов. Однако исследования показывают, что у некоторых видов сирингс вполне способен на сложные вокализации, особенно в брачный период. Ну и миниатюрность колибри не единственная удивительная особенность этих динозавриков. Прежде всего, такой размер обусловлен их пищевой специализацией. Поскольку они пьют высококалорийный цветочный нектар, им понадобились определенные эволюционные приспособления. Колибри не нужно ловить крупную добычу или защищать территорию кулаками. Их пища – нектар и крошечные насекомые. Цветки, которые они опыляют, часто очень узенькие, мелкие, требуют точного приземления, а иногда нужно и левитировать. Маленький размер позволяет зависать перед цветком и проникать глубоко внутрь, не ломая лепестки. Многие растения колибри эволюционировали вместе. Цветы становились все глубже и тоньше, а колибри все изящнее и легче. Такой процесс называется коэволюцией. Некоторые виды настолько специализированы, что один вид колибри обслуживает один вид цветка, как ключ и замок. И что колибри научились делать виртуозно, так это летать. Колибри – это мастера полета высочайшего класса. Они могут летать практически в любом направлении, зависать в воздухе, совершать вертикальный взлет и посадку. Зависать на месте могут и некоторые другие птицы, но колибри превосходят все прочие виды, останавливаясь на одном месте надолго и без видимых усилий. Во время такого полета на месте колибри приходится выписывать крыльями восьмерку. Благодаря этому птица держится в воздухе в вертикальном положении. Скорость взмахов крылья колибри при этом огромна, около 50-80 взмахов в секунду. Но и это не предел. Например, танцуя перед самочкой, самец делает более 200 взмахов за секунду. Разгон до максимальной скорости и мгновенная остановка у этих птиц происходит практически мгновенно, всего лишь за несколько секунд. А скорость этой мелкоты достигает 50 км в час, что очень много для такого маленького существа. Колибри используют стиль полета, который является промежуточным между стилем полета птиц и стилем полета насекомых. В процессе полета колибри получают около 20% подъемной силы от движения крыльев вверх и 75% от движения вниз. У насекомых от движения крыльев вверх и вниз тело получает около 50% подъемной силы. К примеру, у большинства обыкновенных птиц тело получает подъемную силу лишь от движения крыльев вниз. Да и структура тела и строение крыльев у колибри отличается от всех других пернатых. Для того, чтобы получить возможность так быстро махать крыльями, колибри должны иметь короткие и прямые кости плеча и предплечья. Структура самого крыла очень жесткая, благодаря тому, что ряд суставов просто не двигается. А вот плечевые суставы супер гибкие. У колибри плечевой сустав может вращаться почти на 180 градусов, чего нет ни у одной другой птицы. Это буквально встроенный шарнир. Отсюда полет вперед-назад, вбок по диагонали и даже зависание на месте. А для обеспечения этих мышц нужен кислород. И много. Его колибри получает благодаря развитой дыхательной системе, которая включает 9 воздушных мешков. Они составляют с легкими единую систему. Во время движения мышцы выталкивают воздух из этих мешочков, благодаря чему легкие получают дополнительные порции кислорода. А быстро обеспечить весь организм кислородом тоже непростая задача, но с ней справляется большое сердце маленькой птички. У колибри огромное сердце, если, конечно, судить
судить по их размеру. В относительных величинах сердце колибри одно из самых больших среди всех позвоночных животных. Оно составляет до 3% массы тела, а у некоторых видов даже до 5%. Для сравнения, у человека сердце всего около 0,5% массы тела. То есть у колибри сердце в 10 раз больше пропорционально, чем у нас. Колибри – это самые энергозатратные птицы на планете. В полете их сердце бьется до 1200 раз в минуту. У человека в покое 60-80. Даже в состоянии покоя 400-500 ударов в минуту. Кровь должна циркулировать мгновенно, чтобы поставлять кислород мышцам и мозгу. Они сжигают энергию с такой скоростью, что должны питаться каждые 10-15 минут. А без большого сердца все это было бы невозможно. Дыхание тоже очень быстрое, вплоть до 600 циклов вдох-выдох в минуту. Для такой активной работы всех маленьких органов нужны сверхпитательные вещества. И это, конечно же, углеводы. Именно поэтому колибри так любит цветочный нектар. За день эта мелюзга потребляет пищи больше, чем весят сами. И практически вся энергия расходуется на полет. Кстати, у колибри есть еще одна суперспособность. В активном состоянии ее тело нагревается до примерно 40 градусов. Ночью же температура падает до 15-22. Надо сказать, что очень немногие теплокровные животные способны выжить при такой резкой смене температуры тела. А когда спать, если есть нужно постоянно? Ведь организму просто необходим отдых. Колибри – птица с запредельно быстрым метаболизмом. Днем она ест каждые 10 минут, пьет нектар, ловит насекомых, тратит энергию как реактивный двигатель. Но ночью не цветут цветы и не летают мошки, а значит, нужно ее экономить. Оцепенение – это секретная суперспособность колибри, маленькая природная магия. Научным языком это называется торпор – физиологическое состояние, в которое колибри погружается, чтобы выжить ночью. Это не просто сон, это временное выключение организма, нечто вроде мини-спячки на одну ночь. Температура тела падает с 40 до 10-15 градусов. Сердцебиение замедляется с 500 до 40-50 ударов в минуту. Дыхание становится редким, почти незаметным. Обмен веществ падает на 95%. Птица буквально замирает. Внешне будто мертва. Не двигается, не реагирует, сидит с опущенной головкой, распушив перья, как пуховик. Но это не конец, это пауза. Утром колибри просыпается, ее сердце снова разгоняется, как мотор. Температура тела повышается, дыхание учащается. В течение нескольких минут она возвращается к жизни. И вперед за новой порцией нектара. Для добычи нектара у многих колибри длинный клюв, который способен проникнуть глубоко в чашечку цветка. Ну и длинный язык, и он длиннее клюва, имеющий специальную форму, которая помогает нектару оставаться на языке. Кроме нектара, охотятся на мелких насекомых и паучков. Важный источник белка. Ко всему прочему, колибри видят в ультрафиолете и способны различать оттенки, недоступные человеческому глазу. Все для того, чтобы увидеть самый вкусный и красивый цветочек. И цветочки свои они охраняют. Да, колибри действительно активно и даже агрессивно борются за территорию, несмотря на свои миниатюрные размеры. Каждый колибри, особенно самцы, стремится завладеть участком, на котором есть цветы с нектаром, основным источником энергии. Такой участок может быть размером всего в несколько квадратных метров, но для птицы он жизненно важен. Территория дает пищу, а значит и шанс выжить. Если участок достаточно богат, его можно защитить не только от представителей своего вида, но и от других птиц, бабочек и даже мелких млекопитающих. Колибри наблюдает за своим участком засадной ветки и стремительно атакует любого нарушителя. В воздухе они совершают маневры, похожие на пикирование, дуэли, зависания и даже тараны. Самцы некоторых видов колибри могут вступать в настоящие воздушные поединки с характерными звуками, издаваемые крыльями и хвостами. Интересно, что даже самки, особенно в период гнездования, могут проявлять ярко выраженное территориальное поведение, охраняя цветочки, из которых они кормятся, и место гнезда. Таким образом, территориальность у колибри – это не редкость, а важный повсеместный элемент их поведения, обусловленный высокими затратами энергии и конкуренцией за ресурсы. Кто-то спросит, колибри птицы, это понятно, а они перелетные или нет?
Колибри не являются перелетными птицами в традиционном смысле, как, скажем, аисты или ласточки, однако некоторые виды совершают сезонные миграции, причем на удивительно большие расстояния, особенно если учесть их размер. Самый известный пример – обыкновенный колибри, который дважды в год пролетает свыше 3000 километров между Северной Америкой и Центральной. Перед началом миграции колибри буквально объедаются, они наращивают жировые запасы, которые могут достигать до 40% массы их тела. Огромная цифра для такой крошки. При этом пересекают Мексиканский залив до 800 километров над открытой водой, без остановки, без подпитки, на одном баке нектара. Это один из самых впечатляющих миграционных подвигов среди всех птиц. И какой он после этого обыкновенный, непонятно. Но все-таки большинство видов колибри, особенно тропических, оседлы, то есть живут на одной и той же территории круглый год. Кстати, колибри чистюли. Несколько раз в день они принимают ванны, плескаясь на мелководье, как воробьи. Колибри являются полигамными птицами. Самец занимается в основном красотой и акробатикой для привлечения. У некоторых видов самцы собираются в лейки, специальные площадки, где устраивают коллективные шоу, а самочки выбирают лучшего. Но это не значит самого надежного. На крепкое плечо самца колибри нельзя положиться. Самец после спаривания улетает, и всем остальным занимается мама. Даже гнездо самка строит в одиночку, и это настоящая работа ювелира. Размер гнезда с орешек, или даже меньше, но из разных материалов. Это и паутинка, мох, пух, растительные волокна. Кстати, паутинка не случайно. Она делает гнездо эластичным. По мере роста птенцов стеночки растягиваются. Гнездо крепится к тонкой веточке, часто под укрытием листьев, иногда над водой или оврагом, чтобы хищникам было сложнее добраться. Кладка почти всегда состоит из двух белых яиц овальной формы. У маленьких колибри их масса составляет до 35% от массы самой мамаши, из-за чего они откладывают яйца только один раз в год, в то время как более крупные виды могут делать 2-3 кладки. Яйца колибри очень маленькие и могут быть всего 8 мм в диаметре. К 7-10 дню у птенцов появляется пух, к 14 дню первые перья. Птенцы растут очень быстро, через месяц они покидают гнездо, уже умея летать. У колибри, несмотря на их крошечный размер и поразительную маневренность, есть и враги. И врагов хватает, как в воздухе, так и на земле. Это и всеядные птицы, змеи, ящерицы и даже крупные пауки и богомолы. Да, звучит невероятно, но крупные пауки, особенно те, которые плетут ловчие сети, могут поймать и убить колибри. Да и богомолы, затаившиеся на цветках, иногда нападают на ничего не подозревающих птиц, прилетевших за нектаром. Страдают также от болезней и паразитов. Насчет человека что сказать? В основном прямоходящий уничтожает среду обитания. Раньше колибри отлавливали ради украшений, создавая живые брошки. А в наше время отношение людей к колибри характеризуется исключительно положительными эмоциями. Хотя, как говорится, в семье не без удода. И говорят, колибри являются главным ингредиентом одного южно-бразильского блюда. Хотя что там есть, непонятно. Интересно, это случайно не яичница? И если колибри не попала в сети паука или в клюв какой-нибудь сойки или вороне, в дикой природе продолжительность жизни колибри в среднем составляет 5-8 лет. В неволе птицы живут на несколько лет дольше. Рекордные показатели составили 12 лет. Колибри – одна из самых уникальных птиц на Земле. Они играют важную роль в экосистемах, опыляя множество видов растений. Колибри взаимодействуют с цветами, которые адаптировались к их способу питания, и в этом проявляется тесная связь между птицами и растительным миром. Несмотря на внешнюю хрупкость, колибри устойчивы и хорошо приспособлены к жизни в разнообразных условиях птицы. Их поведение, физиология и эволюция продолжают вызывать интерес у ученых. А колибри об этом не думают. У них задачи поважнее. Им просто необходимо опылить все растения, пусть они и не самого большого размера. Ну и что самая маленькая птичка? Она быть маленькой не боится, в ней бьется сердце гиганта. Вот такие они летающие разноцветные самоцветы нашей планеты. Колибри. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.